Привет, друзья! Вы на канале Будь Мужиком, и сегодня мы с вами поговорим о том, что же у нас добавляют в газ. Что? Ты еще не подписан? Подпишись! Вы уже очень давно меня спрашиваете о том, что же именно добавляют в наш газ, потому что качество газа уже не то, кастрюля уже греется намного дольше, закипание там какой-либо емкости с водой тоже происходит намного дольше, котлы тоже практически не греют, фактически все указывает на то, что качество газа стало хуже. В своем видео в газ добавляют воздух, я тоже делал кое-какие предположения, из-за чего газ не греет, и в общем-то объяснял, почему именно воздух в газ добавить невозможно. Если вам интересно, я оставлю ссылочку в описании, видео называется «В газ добавляют воздух». Так вот, конкретно сегодня я решил записать короткий ролик о том, что же именно добавляют в газ. Причем написано это у нас в официальном издании. Это официальное издательство, доступно для каждого гражданина нашей страны. И об этом, оказывается, все нам уже сказали. Но дело в том, что наши люди никогда законами какими-либо не интересуются, правилами никакими не интересуются, и, соответственно, эта информация в широкие массы не попадает. И так как я, в принципе, работаю в этой организации, связанной с газом, я периодически читаю там правила безопасности газоснабжения и тому подобное, и поэтому я решил сегодня поделиться с вами информацией в очень интересном официальном источнике. А источник этот у нас с вами называется Кодекс газораспределительных систем. И здесь четко написано, что именно добавляют наш газ. Ну, тут, конечно же, не написано, почему качество стало хуже, но тут есть один очень интересный пункт. Итак, друзья, сегодня у нас такой типа как новостной ролик, как вот там ТСН, 1+1 там и тому подобные каналы выпускают, вот они что-нибудь новенькое узнали и тут же давай там в массы запускать. И так же самое я решил сделать сегодня и с этим кодексом. Я прочитал одну очень интересную вещь, которую я вам сейчас зачитаю. Итак, внимание на фотографию. Здесь ми читаємо. Газодобувні підприємства, виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, які здійснюють передачу природного газу в газорозподільну систему, зобов'язані забезпечити в пунктах приймання передачі газу до газорозподільної системи на газорозподільних станціях організацію та облаштування місць контрольного відбору про природного газу протягом року з дати набрання чинності цією постановою. Честно говоря, всегда, когда читаю по-украински, у меня постоянно заплетается язык. Вот почему-то тяжело мне дается, мне намного проще разговаривать с вами на русском. Генеральный секретарь конференции католических епископов России, простите. Итак, перевожу вам на русский язык, что же тут все-таки имелось в виду. Газ у нас добывается в альтернативных источниках, также используется биогаз. И все это подмешивается к нам в газопровод. И для того, чтобы иметь какие-либо пробы о качестве газа, который поступает к нам из альтернативных источников, как раз и говорится в этом кодексе. То есть, если вы где-либо производите какое-либо количество газа альтернативного природному и подмешиваете его в нашу систему газовую, то есть в наши газовые трубы, то будьте добры, организуйте места для отбора проб качества вашего газа. То есть это говорит конкретно о том, что у нас в стране имеются альтернативные источники добычи газа. Я, в принципе, знаю небольшое количество этих альтернативных источников газа. Кое-какие я вам сейчас назову, если вам интересно, не переключайтесь. Если вы знаете какие-либо еще альтернативные источники, обязательно напишите об этом в комментариях. Я в каком-нибудь из видеороликов это упомяну, чтобы дать информацию людям. А сегодня я вам хочу сказать конкретно то, что альтернативными источниками у нас сегодня является сланцевый газ. Я точно, конечно, не знаю насчет того, добавляют ли конкретно его в нашу, скажем так, подачу общую на население, но такой тип газа имеет место быть в нашей стране. Также у нас в стране добывается биогаз, и конкретно этот тип газа указан тоже отдельно, даже с альтернативными источниками. Там написано биогазу та альтернативных источников. Но, друзья, здесь вообще просто какой-то вот, я не знаю, какой-то очень странный момент, потому что все, что я узнал о биогазе, это знаете что? Биогаз это фактически, вы меня извините, это катехи. То есть в принципе, биогаз добывается из, извините, помета птиц и навоза, который нам с вами предоставляют наши домашние животные, коровы там и тому подобное. Так вот, коровы производят навоз. Из этого навоза
производят газ, согревают его там до какой-то температуры 50-60 градусов, там вводится специальная бактерия, эта бактерия каким-то специфическим там феерическим образом так испражняется, и нате вам газики. Вот. И таким вот образом, представьте себе, вот этот вот пердеж бактерий засасывается к нам в газопровод. Но самое интересное, везде, где говорится, что используется биогаз, говорится конкретно о том, что используется он в специализированных станциях для производства, внимание, электроэнергии. То есть биогаз для производства электроэнергии. А здесь в этой книге говорится о том, что биогаз добавляется в наш природный. То есть можете себе представить, какое там качество, если этот биогаз, который для электроэнергии берут, они берут для газа, потому что, извините, там совсем другая калорийность, то может быть из-за этого тоже садится калорийность нашего газа. То есть сегодня, друзья, мы с вами узнали о том, что газ у нас действительно бодяжится альтернативными источниками и, возможно, биогазом. Извините, пердежом бактерий. Так что, если видео вам понравилось, ставьте лайки, если не понравилось, ставьте дизлайки. И до новых встреч. Пока, друзья.